хай, с вами Вангай, и это перезагрузка 3.0! Шучу, конечно. Привет. На самом деле, прошлая перезагрузка была критически неудачной, потому что после нее я снял всего лишь пару видео. Но в этой перезагрузке у меня для вас есть кое-что интересное, а для себя я сделаю целое открытие. Да, это все-таки перезагрузка, но я буду перезагружаться столько времени, сколько мне понадобится, чтобы наконец перезагрузиться. Пару месяцев назад я наплевал не на YouTube канал, а в пробирку. И полную вот такую вот пробирку моего ДНК материала я отправил на генетический анализ. Yes, science, bitch. Этот ДНК-тест должен показать мои склонности к наследственным заболеваниям, показатели спортивного, личного характера. И самое интересное, на мой взгляд, это этническая составляющая. Тест дальше отправляется куда-то за границу и проверяется не у нас в стране. Около 2 месяцев я ждал и с нетерпением хотел узнать, кто я, откуда я, кто мои предки, как я появился на свет. Может быть, я китаец? Может быть, я кореец? Информация может быть какой угодно, потому что то, что я знаю, достаточно скучно. По маминой линии родственники из Сумской области, по папиной из Донецкой. Мне не придется искать свое происхождение по фамилии в интернете, как, вероятно, каждый из нас такое делал. Мама китаец, папа европеец, а я какой-то неудачный. Я видел видео, где людям с какими-то расистскими взглядами давали проходить ДНК-тест. И те, кто, допустим, ненавидели французов, у них находилось в ДНК французские гены. I'm 32% British. У этого видео есть конкретный посыл, что все мы люди, и нас определяет не наша национальность, не наш цвет кожи или разрез глаз, а именно мы сами. Давайте же сразу передвинемся к тайне, откроем ширму неведения и посмотрим, я покажу вам свой генетический тест. Для меня это изменит жизнь на до и после. По ДНК можно проследить историю происхождения ваших предков и маршрут их путешествия по планете. Здесь вы узнаете, кто из знаменитых людей ваши родственники, каков процент неандертальских генов в вашей ДНК. Окей. Кстати, я в этой теме немного разобрался, и оказывается, что женщины не могут проследить свою родословную, потому что у них 2 X хромосомы, в то время как у мужчин XY, и они могут так и по отцовской линии, так и по женской линии посмотреть своих предков. Если девушка хочет узнать свою родословную по отцовской линии, за нее должен сдать ДНК-тест либо брат, либо отец. Итак, мои корни начинаются в Кении, Эфиопии, в Африке. Вот это поворот! Но на самом деле все человечество современного анатомического типа произошло именно из Восточной Африки. Интересно посмотреть, куда эмигрировали мои родственники дальше. Я наложу карту мира, чтобы понимать, что это за страны. Моя материнская линия двигалась через Кению, Эфиопию, Судан, Египет, Турцию и резко изменила свое направление в сторону Европы и пошла через Румынию, Австрию, в сторону Германии. И 30 тысяч лет назад остановилась в Европе. Моя отцовская линия двигалась через Кению, Эфиопию, Ирак, Иран, Узбекистан, Казахстан и вернулась опять же в Европу. 99% от жителей Европы и 0,01% остальные популяции. Я думал увидеть что-то интересное, и какой вывод теперь я должен из этого сделать? Украина – это Европа. То есть 10 тысяч лет назад мои прародители приезжают такие в Европу и... Эй, а здесь круто! А давай здесь останемся жить! Мои ближайшие родственники Саммерлед викинги? Чё? Да он даже выглядит, как будто на меня просто одели шлем. Саммерлед. Гело-норвежский полководец, основатель и первый правитель королевства островов на Гебридах и западном побережье Шотландии. Понятно. Наиболее часто встречаются на Ближнем Востоке, Европе, Британские острова, Россия, Финляндия. И Том Хэнкс. Run, Forrest! Беги, лес, которым управляют. Ты глупый или что-то? Процент неандертальских генов 1%, в то время как средний по Европе 2,6. Спасибо прабабушке, что не тусила с неандертальцами. Правильно. Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Я думаю, очень интересно было узнать, что я викинг. Что мне думать? Ладно, это было интересно, посмотрим же что-нибудь более практичное, например, здоровье, высокие риски. Окей,
Давайте перейдем в спорт. У меня даже здесь медальки. Лактат во время силовых тренировок. У людей с вашим генотипом склонность к низкому уровню молочной кислоты в крови во время тренировок. И что это значит? Люди с такими же особенностями генетики чаще добиваются успехов в тренировках на выносливость. Ну, на физкультуре 7 километров мне не составляло труда пробежать, да и на более длинной дистанции я бегаю без особого труда. У людей с вашим генотипом предрасположенность к пониженному уровню тестостерона. А я-то думаю... Где моя борода? В мои-то 21! У людей с вашим генотипом склонность к сниженной гибкости связок. Это совершенно верно. Я даже не могу выполнить базовые упражнения. Сейчас. У людей с вашим генотипом нет предрасположенности к повышению артериального давления при малоподвижном образе жизни. Я хикка номер 1. Я могу сидеть за компом сколько угодно, и мне ничего за это не будет. Ха! Вот это вот порадовала новость. Это действительно классная новость. Пищевое поведение. Вы склонны к сильно пониженному ощущению сладкого вкуса. Я не сладкоежка. Чувство насыщения может наступать со значительной задержкой. Это правда, еда может быть уже вот здесь у меня, а я все еще буду голодным. Вы предрасположены к зависимости от определенных блюд. Это тоже правда. Я вообще не склонен пробовать что-то новое. У меня есть несколько любимчиков блюд, которые я ел бы до конца своей жизни, и мне было бы вот супер. Вы склонны к периодическим перекусам. Вы не склонны к повышенной чувствительности к горькому вкусу. А это вот, наверное, и объясняет, почему я так люблю грейпфруты, помело, грейпфрутовые соки и все горькое. Когда я покупаю грейпфрут, я могу 100% быть уверен, что только я его съем, потому что никто из моего окружения их не любит. Вы не склонны к повышенному потреблению сладкого. То, что я говорил. Я лучше съем какой-нибудь жареный кусок мяса. Наука меня удивляет. Вы предрасположены к непереносимости глютена. Вау! Я что, из тех чуваков, которые должны есть глютен-фри еду? Глютен-фри? Man, what the fuck? И что вы мне посоветуете? Какие продукты для меня? Что мне есть? Что мне нельзя есть? И я не хочу умереть молодым. Я хочу умереть старым. Нет, я не хочу вообще умирать. Ага, и что вы мне предложите есть, чтобы я не умер? Кофе! А мама мне запрещала пить кофе. Оказывается, я должен пить кофе ради выживания. Да я же гуль! Продукты, которые следует ограничить. Сало? Ні, кляті ДНК! Як то не можна їсти сало? Чихание на свету. Высокая вероятность возникновения светового чихательного рефлекса. Я должен это проверить. У людей с вашим генотипом высокая чувствительность к боли. Каждый дизлайк как ножом по сердцу. Грудное вскармливание и IQ. Уровень IQ может зависеть от грудного вскармливания. Но у меня мама кормила грудью. 4 дня, пока я не стал оранжевый как Трамп, потому что был обнаружен резус конфликт. У мамы позитивный, у меня негативный. Я мог умереть. Абсолютный слух. Вы предрасположены к развитию абсолютного слуха. Если бы это была правда, я бы, наверное, не делал такие говнотреки, как сейчас. У вас нет склонности к раннему посидению. Вы не скоро увидите меня седым. Не скоро. И у людей с вашим генотипом чаще среднее выраженное пигментное кольцо вокруг зрачка. Да! Чё? Склонность к эмпатии. Вы склонны к пожизненной эмпатии. У людей с вашим генотипом, как правило, пониженная способность к сопереживанию. Им не всегда легко понимать других людей. Но, знаете, мне вот похрен на тебя. А вообще, мне похрен. А знаешь что? Ничего. Но самое главное, что у меня все в порядке с кружочками и стрелочкой. Это главное. В любом случае, мне нужно серьезно проанализировать все эти данные. Я еще молод, чтобы умирать! Знаете, это видео как будто эволюционированная версия 50 фактов обо мне, тег. Только здесь слишком много фактов. Прям по факту. И я надеюсь, вам понравился этот тег. Ну а также просьба, ставьте побольше лайков, потому что когда я вижу, что ролик набирает лайки, я знаю, что вам это нравится и двигаюсь в эту сторону. И комментарии оставляйте какие-нибудь аргументированные, нормальные, веселые, да что угодно, но не рекламу уже эту гребаную и всякую фигню, типа я первый, да вы вообще в своем уме, да всем посрать, кто вы, вот и все. Спасибо всем за просмотр, я надеюсь, вам понравилось это видео, и это была перезагрузка, да, так что ждите в ближайшее время побольше роликов, и как всегда, с вами был Ивангай, всем бай-бай, гайсы.
слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.